Чего мы ждем от робота второго поколения Dreame D9 Max Gen 2? Резиновый валик, меньше возни с обслуживанием, больше функций приложения, включая скрытые комнаты и уборку вдоль стыков ламината, повышенную мощность, все-таки заявлено 6000 паскаль, а значит более качественную сухую уборку. Новое расположение бачка, хороший прижим салфетки к полу. Вообще, да, именно так, как я сказал выше. Оправдаются ли наши ожидания? Действительно ли Gen 2 стал настолько лучше и стоит ли за него платить 20 тысяч рублей? Обо всем этом узнаем в фирменном обзоре Best Robot. Первым делом распаковка. Пылесос. Красивый, серьезный, с черным лидаром. Док-станция классического типа L-образная. Шнур питания с евровилкой. Швабра с установленной салфеткой. Торцевая щетка. Нужно будет зафиксировать ее под днищем пылесоса. Документы на русском языке. Книжка с подробным описанием продукта, руководство по быстрому старту, гарантийное обязательство. Гарантия в данном случае идет от продавца, потому что пылесос я покупал на AliExpress. В плане комплектации ничего нового. В коробке только то, без чего пылесос нельзя включить. Запасные аксессуары стандартные, широко представлены на маркетплейсах. В характеристиках самая примечательная сила всасывания в 1,5 раза больше, чем у предшественника. При этом ценник достаточно демократичный, на распродажах можно найти за 17 тысяч. Но не забывайте, что можете получить робота или вертикалку совершенно бесплатно. Дважды в месяц мы проводим розыгрыш среди подписчиков телеграм-канала. Нужно просто нажать кнопку «Участвовать» в закрепленном посте. Подборки и детальное сравнение, горячие цены и жирные промокоды, результаты тестов и обновления рейтингов. Все это вы найдете в телеграм-канале Best Robot. Ссылка в описании под роликом. Дизайн не претерпел каких-либо изменений. Тот же круглый корпус с командирской башенкой ближе к бамперу. Крышка сломанной кромкой, те же 2 кнопки. Уборка и домой. Лидар с датчиком давления, чтобы не застревал под мебелью. Под крышкой прячется птичка для обслуживания и контейнер на 570 мл. Передняя стенка откидная с бесконтактной выгрузкой мусора. Защитную шторку тоже предусмотрели. Воздуховод, ничего вываливаться не будет. Сзади вставляется HEPA-фильтр. Его можно мыть под краном. И капроновая сетка. Бампер подпружиненный с единственным окном ИК-сенсора. Бокового датчика нет. Сзади выпускная решетка. Переворачиваем пылесос вверх ногами. Здесь все привычно. Ведущие колеса и поворотный ролик. Пара клемм и датчики падения. 4 штуки. Торцевая щетка стандартная. 3-лучевая устанавливается на фиксатор. Раструб плавающий, адаптируется к рельефу пола. Крышка турбощетки со шторками, скребком и подушечками. Единственное изменение – валик вместо турбощетки. Он счищает прилипшую к ламинату грязь и не наматывает волосы. Торцы снимаются для удобства обслуживания. Шерсть ковра такой валик собирает хуже, чем турбощетка, но для гладкого пола в самый раз. Швабра со встроенным бачком. Конструкция такая же, как была раньше, но объем почему-то стал меньше – 235 мл, хотя было 270. Салфетка такая же тонкая, как у других пылесосов Dreame. Устанавливается в паз и на липучки. К дизайну вопросов нет. Хороший средний класс, простая и надежная конструкция. Для управления используем приложение Dreame Home. Сканируем код под крышкой, подключаемся к сети 2,4 ГГц, зажимаем 2 кнопки, нажимаем «Далее» и ждем завершения коннекта. 1,5 минуты без каких-либо проблем. После построения карты становятся доступны все опции управления, которые показываю списком на экране. Учитывая, что перед нами модель второго поколения, я ожидал увидеть в приложении зоны высоких порогов, направление укладки ламината или хотя бы функцию «Спрятать комнату», как у Dreame L10S Plus. Но ничего такого у Dreame D9 Max Gen 2 нет. Набор возможностей самый обычный. Редактор, зоны разного типа, персонализированные настройки для каждой комнаты, включая количество проходов. Особого внимания заслуживает разве что режим тщательной влажной уборки, во время которого робот ездит плотными зигзагами. Приложение полностью русифицировано, включая голосовой пакет и возможность подключения к Яндекс.Алисе. Теперь проверим навигацию. После запуска в комнате подопытный проходит вдоль периметра, аккуратно обещает шторы и точно отмеряет расстояние до плинтуса даже без бокового датчика. Затем нарезает пространство зигзагами. Заезжать на темный ковер пылесос отказался. Датчики воспринимают его как пропасть. В этом плане никакой модернизации не произошло. Учитывайте это при выборе. В сушилку стукнулся с разбега. Но через трубчатое основание перебрался легко. По итогу сушилка осталась на месте, а пылесос четко обозначил ее ножки кругами на карте. Следующий
В ножке стола тоже врезается. Видимо, поле зрения фронтального датчика слишком узкое. Но в конечном счете каждую ножку обмел, пропущенных зон не оставил. С навигацией все в порядке. Проходимость порогов нормально. 15 мм перепрыгивает без остановки, 20 мм с небольшой задержкой. В квартире D9 Max Gen 2 отработал безупречно. Прошел комнату за комнатой в установленной последовательности. Никаких лишних движений, никаких пропусков. Энергоэффективность у робота второго поколения процентов на 30 выше. На максималках отработал час 47. Ну, а если у вас поместье с вертолетной площадкой, сделает уборку в 2 захода с промежуточной подзарядкой. Перед запуском Dreamy D9 Max Gen 2 я несколько дней тестировал вертикальные пылесосы и думал, что в доме чисто. Но робот заехал в каждый закоулок и все-таки привез комок шерсти и горстку крупы. Молодец, Геннадий, хорошая работа! Валик совершенно чистый, только пара волосин у торцов. Проверять рабочий блок можно раз в неделю, не чаще. Уровень шума варьируется в диапазоне 57-70 дБ, в зависимости от выбранного режима. В тихом режиме D9 Max работал чуть тише, что может быть связано с мягкой турбощеткой. По заявлению производителя, у робота второго поколения сила всасывания возросла до 6000 паскаль, и щелевой тест подтверждает это. D9 Max Gen 2 полосами зачистил 2 мм, почти всплошную прошел 4 мм, точечно достал 6 мм и зачистил еще несколько полос в щелях глубиной 8 и 10 мм. Для бюджетного пылесоса результат очень крутой. Пока что это самый мощный пылесос Dreamy из тех, что мы тестировали. К примеру, для старого D9 Max предел возможностей был на 6 мм. В режиме зональной уборки пылесос совершает один проход вдоль стен, затем нарезает стенд перекрестными зигзагами. Второго проезда по периметру не делает, и этот момент нужно учитывать при оценке качества уборки. У торцевой щетки умеренная скорость вращения. Она хорошо выметает соринки вдоль стен, при этом почти не пробрасывает их в слепые зоны. Пылесос подобрал все возможные соринки, середина стенда абсолютно чистая, а на периферии не хватило второго прохода. Касательно уборки в углах показатель ниже среднего. Мусор остался в 3-сантиметровой зоне, хотя у большинства аналогов этот показатель не превышает 25 мм. Не думаю, что это критичная разница, тем более, что при тестировании с песком неубранная зона соответствует стандарту. Отсутствие щетинистой щетки у D9 Max Gen 2 компенсируется высокой мощностью. Пылесос собрал 95% песка с одного прохода, даже без перекрестных зигзагов. Это очень крутой показатель. На ковролине такая же картина, как на ламинате. Середину стенда зачистил основательно, на периферии полно соринок, которые пылесос должен был собрать при дополнительном проходе вдоль стен. Даже с мохнатым ковром подопытный справился на топовом уровне. Собрал большую часть мусора с поверхности и даже что-то достал из глубины. В идеале для решения такой задачи нужна пара валиков. По итогу, с учетом укороченного алгоритма работы, D9 Max Gen 2 справился с уборкой гораздо лучше предшественника. В контейнер попадают все типы мусора, включая крупу, наполнитель и шерсть. При этом поверхность валика как новенькая. Волосы намотались только у торцов, откуда их можно достать примерно за 3 секунды. Помимо сухой уборки, в возможности пылесоса входит уборка влажная, которую я тестировал в тщательном режиме плотными зигзагами. На кофейный тест Геннадий поехал с сухой салфеткой. Маломальски смочил ее минуты через 2 и начал размазывать пятна. Чтобы качественно отмыть середину стенда, понадобилось 6 проходов. Вдоль стен и особенно в углах моет хуже аналогов, потому что боковые зоны швабры плохо прилегают к полу. Перед следующим тестом я промыл салфетку в раковине, что по идее должно было повысить эффективность уборки, но на практике то же самое. Тонкая салфетка плохо контактирует с поверхностью, работает только окантовка. Дополнительно я провел тест с грязью, но пылесос не справился. Он смог собрать грязь валиком и краями салфетки. Обратите внимание на неравномерность прилегания. Затем, после промежуточного полоскания, пытался отмыть разводы, но безуспешно. Влажная уборка у этой модели – только дополнительная опция. Снять с пола пыль, освежить воздух в доме. Вот ее предназначение. Подведем итоги. Dreamy D9 Max Gen 2 действительно стал лучше, хоть и не оправдал всех ожиданий. Резиновый валик прост в обслуживании, а по эффективности не уступает турбощетке, потому что мощность всасывания действительно возросла. Это один из самых мощных роботов производителя. Качество уборки топовое, даже с учетом сокращенного алгоритма работы. Энергоэффективность тоже возросла. Gen 2 убирает до 120 квадратов в турборежиме. Но дизайн пылесоса не изменился. Проблему датчика поверхности не решили, а салфетка все такая же жиденькая, и толку от нее немного.
По системе оценки Бестроба, Dreamy D9 Max Gen 2 набрал 64 балла и вошел в топ-10 роботов без самоочистки. Это лучший робот-пылесос с категории до 20 тысяч рублей на текущий момент. Спасибо, что досмотрели до конца и поставили лайк под роликом. На этом у меня все. Пока-пока и до новых обзоров!